Надо хуйни наговорить. Ну как на меня смотреть будут, если только голос? Тут меня кто-то представит долбоебом. Родился в городе Новокузнецке в конце 90-х. Страшное было время, но я не помню ничего. До рисования я занимался спортом, наверное. Вообще всю жизнь рисовал чуть-чуть. Акварель, бумажки, машинки. Потом в каком-то классе меня погнали в какой-то кружок по рисованию вне школы. Я толком туда не хотел идти. В какой-то момент я думал, ладно, схожу, посмотрю. И там было в основном эти хохлома, гжель. И я там на первом занятии уже всех ошарашил своим талантом. Мне сказали, ты что-то можешь. Не забрасывай, у тебя получается. Туда пару лет отходил, стало неинтересно потом. А из окна там видно было, будку, где нарисовано граффити. Там был охуенный злой баллон. Возможно, это и послужило, но не факт. Потом забросил эту штуку. В какой-то момент что-то стало похуй. И был спорт. Всякие легкие атлетики. Пару дней бокса, 1 день карате. Скалолазание полгодика. Это тоже, возможно, потом пригодилось. Все, но потом все плавно стало сходить как-то на нет. Все эти кружки, секции, и оставались только уличные развлечения. До переезда жил, не тужил. Все в целом устраивало меня в Новокузнецке, было весело. Но это, естественно, не думал о том, что вообще надо делать по жизни. И только после армии, когда я вернулся в Новокузнецк, спустя год, а в армии год тянулся, как 5 лет. И казалось, что когда я вернусь домой, там все поменяется напрочь. И ты возвращаешься, и там нихуя не меняется. Там, может быть, только хуже местами стало. Но ожидания и реальность не совпадают. И вот какая-то появилась возможность подумать о переезде в Санкт-Петербург. Когда мы ехали в поезде уже в Питер, переезжали, на второй день появилась новость, что мэр Новокузнецка объявил награду за любую информацию о тех, кто пишет эти загадочные 3 буквы БСК. Естественно, дальше этого ничего не тронулось. И вот когда мы уже переехали в Петербург, поначалу было здраво, что, рисует вообще каждый второй, что-то тегает. У кого не спросил, он либо знает рисующих, либо что-то сам рисует. По привычке из Сибири, что там все ребята, которые приезжают в город, они нормальные чуваки в основном, и ты можешь с ними заобщаться. А здесь уже солянка жесткая, и в основном процентов, наверное, 80 или 90 с кем пересекаешься, это одноразовые встречи. Можно и пожестче выражаться. Просто кто-то может обидеться, с кем мы виделись пару раз и больше не виделись никогда. Здесь это все больше в количество, а не в качество. А если кто-то делает качество, то, ты узнаешь о нем только на каком-нибудь кировском заводе на заброхе в окраине города. Такое качество тоже нахуй не надо, если ты в интернете выкладываешь свои кусочки. Ты дрочила. Здесь гораздо больше народу. Не так, что там в Новокузнецке 3 рисующих на город, и приезжает 1 чел, и, естественно, ему рады. Здесь либо ты кому-то можешь писать, и тебе, ненавязчиво скажут, я рисую только со своими. И ты поначалу можешь быть в ахуе, а потом, когда тебе также пишут каждую неделю какие-то туристы, чувак, давай порисуем, у тебя либо нет времени, либо желания, потому что, ты ничего нового для себя не откроешь. Тратить время на чувака, которого ты не знаешь, и рисовать какой-нибудь, под мостом, он будет счастлив, тебе вообще похуй. День вычеркнут из жизни. И в целом, да, у каждого здесь свои тусовки. Нет такой общей общины, как в маленьких городах. И все отдельно обособленно двигаются между собой. Но также в целом и вне граффити. Я иногда это, не могу трезво, наверное, оценивать. Потому что я еще прибавляю эту штуку, что, может быть, я старею. Может быть, мир-то он нормальный. Просто со мной что-то не так. Так получилось в жизни, что пришлось ходить в армию. Очень не хотел. И в целом после этого тоже не стал фанатом этого дела. Но получилось неплохо, хотя начиналось супер хуёво. Сначала я попал в Читу, в танковые войска. И там по умолчанию я уже знал до этого, что Чита — это полный пиздец. И армия, она делится как и зоны.
на красные и черные. В черных либо тебе пизды дадут, но ты, если хуёвый чел, а в красной все по уставу. То есть вы будете отжиматься и приседать нон-стопом. И в Чите так и было. Это была красная зона. А потом, волею случая, попал на флот, на корабль во Владивосток. И вот там уже это была как черная зона. Коробка нахуй. Там вы, блядь, часть команды, часть корабля, одна семья, и все более-менее по-человечески устроено. И больше возможностей для приколов. Но самый прикол был, что удалось немножко попутешествовать на этой посудине по странам Азии. Первая страна в этом туре была Камбоджа. Она оказалась и последней для меня. Так как ты полгода без удовольствия каких-то живешь, и тебя выпускают на 6 часов на пляж, вообще в другую страну, в другой мир, нахуй, который от Новокузнецка отличается разительно. Там проходил экскурс перед страной, что вот тут можно делать это, а это делать нельзя. И первым пунктом был, что вот будут продавать ганджу вам, и вы не соглашаетесь. И мы уже с чуваком думали, ебать, мы оказались на срочке, на корабле, что уже неплохо. А тут еще и в Камбодже можно дунуть. И, блядь, нужно брать от жизни все. И вот мы садимся в этот тук-тук, у нас 6 часов развлечений, едем куда-то до банкомата снять бабки, и я уже корешу говорю, типа, бля, мы тут 5 минут, нам еще ни разу не предложили. Что-то не так. И даже таксист, этот нихуя не понимающий на русском, сразу мне тычет какую-то сигарету. Я говорю, не, no smoking. А на тот момент я еще не курил. И в армии я даже не курил, хотя можно было. Там было бы красиво покурить на носу корабля с закатами, всей этой хуйня. Ну, кто знает, тот знает. Кто не знает, сочувствует. В какой-то момент уже гуляли по пляжу. Естественно, алкоголь тоже стал нам доступен, а его тоже очень хотелось попробовать спустя полгода заточения. И вот мы уже напились, вырубили немножко ганджу баса и начали отдыхать. Проспали автобус обратно. Очень долго возвращались на место сбора. Параллельно чувак пытался угнать катер. Какой-то индус начал выебываться на нас, типа, что так нельзя. Но уже все перекрыты, и мы просто кричали, что чел, это русская армия, типа, иди нахуй. Ну, рисование на крышах тоже, да. Отдельная история развлечений. Питер вообще благоволит для этого. Ну и в целом, блядь, если в Новокузнецке тебя палят, то тебе просто говорят, типа, я сейчас тебе ебало разобью. То здесь город красный, как в Чите, нахуй. Тут все просто вызывают мусоров, а тебе нихуя не говорят. И вот в Питере угарно, что на крыше, ну, даже если позвонят какие-то прохожие, похуй, мусора в основном до тебя не доберутся. Ну, если даже будут добираться, у тебя возможность съебать на другой конец города по крышам. В целом, да, тебе нужно потратить немножко времени, чтобы пробраться на крышу, но оно окупается всегда. Граффити. Или граффити. Как его называют где-то там. Но, по-моему, ударение на букву «И». Бля, поначалу в детстве это все воспринимается как игра, где ты начинаешь игру, блядь, когда ты никто, и вот ты постепенно зарабатываешь какие-то очки репутации. И это тебя мотивирует, вообще пиздец, но меня мотивировало. Потом ты начинаешь какие-то другие ветки развития. Ну, естественно, начинаешь с какого-то райтинга, в моем случае. Потом какие-то бомбинг-приколы начались. Первое рисование днем в арке. Адреналина хапанул жестко, когда мимо бабка проходит, но ты вот у нее на глазах. Это охуеть. И вот в этой игре ты, блядь, постепенно прокачиваешься, какие-то там путешествия в другие города, там ты смотришь, как другие чуваки рисуют, но параллельно у них есть какие-то хобби там, увлечения, досуг другого уровня. Может, не уровня, но они по-другому как-то живут, у них есть свои приколы. И это тоже можно посмотреть, что-то для себя новое взять. Либо понять, что ты в целом неплохо живешь. А уже когда ты в Петербург переезжаешь, и вот тут тысячи рисующих, и ты думаешь, ну вот это вообще новый уровень, сейчас тут можно вообще заявить о себе. И ты рисуешь. У тебя есть какие-то кумиры там, либо с которых ты с детства смотрел на них, и думал, бля, они крутые чуваки. Потом ты встречаешь их, и думаешь, бля, лучше бы я не видел вас вживую. Либо это обычные чуваки, такие же, как и ты, они в целом ничем от тебя не отличаются. Также ходят на работу, рисуют в свободное время, и все. Либо вообще ебанушки, с которых, блядь, ты кринжуешь, ловишь, блядь, ахуй, и думаешь, бля, не, это вообще ложный идол. И так постепенно ты понимаешь, что весь этот смысл игры, он, блядь, бессмысленный.
Ты рисуешь, для себя. В целом так и есть. Оно больше как-то привычка уже. Понимаешь, что, блядь, все твои цели, которые ты ставил в детстве, полная хуйня. И просто делай, что нравится. А больше делать я ничего не научился пока. И вот приходится рисовать. В регионах рисование на поездах, оно как-то... Может, и здесь также мало пробовал, но там это было прям приключением, что вы еще в своем юношестве, особо машин ни у кого нет, и это было роскошью съездить на конечку на автомобиле. В основном все было своим ходом, либо на этой же электричке, на которой вы рисуете, вы едете на ней туда и обратно, но в целом это сейчас ты уже можешь бздеть и не поехать на ней, автостопом добираться любой ценой обратно. А раньше это было в порядке вещей. Ты разрисовал состав, садишься в него утром и едешь домой. Ты даже не думаешь, что, блядь, сейчас тебя примут. Хотя это несложно догадаться было, кто делал. Когда там 3 бабки сидят, и вас 4 долбоебов. И вот там была какая-то своя романтика. Родные края там, блядь, хорошие деревни, красивые виды, горная шория. И там в целом, блядь, вы всегда первопроходцами были. Что не сделай там, вы первые. Тут уже это все давным-давно задрочено всеми. Никого ты тут ничем не удивишь. Очень технологии идут вперед. Особенно технологии, которые следят за безопасностью. Какие-то жучки, прослушки, блядь, отдельные папки на всех. И тут уже как будто мотивации меньше. Да и оно бафится все. В целом, блядь, суть трейнбомбинга, если вдаваться в историю, как в Нью-Йорке, что ты делаешь рисунок на составе, и он катается по всему городу. В России же это немножко нелогично, что, блядь, ты делаешь рисунок на составе, даже если ты рисуешь в городе, он едет, блядь, в деревню, где население 100 человек. Мне кажется, мало кто понимает, нахуя они это делают. Петербург понравился мне тем, что здесь очень много старых зданий, их постоянно пытаются ремонтировать, но, видимо, так, по чуть-чуть, косметический ремонт. И очень много, блядь, краски фасадной остается где-то на улицах, во дворах, где-то ее прячут, где-то похуй забивают хуй. А для огнетушителя, тебе нужно иметь много литров краски. Дорогое удовольствие, если покупать ее самому. И вот город благоволит, что ты можешь найти ее на улицах. Также иногда нужно потратить время, сколько-то денег на каршеринг или такси, но в целом лучше отдать 300 рублей и получить 20-30, а то и 100 литров краски за 300 рублей, а не за несколько тысяч, десятков тысяч денег. Шоплифтинг очень нравился. Году в 17-м некоторые славные парни из Новосибирска показали, как это делать. И, это было так легко, что там от каких-то шмоток, естественно, не в бутиках, а в секонд-хендах, либо продуктовые магазины, где ты можешь пивка, чипсиков, колбаски, сыра. Ты даже перестаешь смотреть сразу на дешевый продукт. Думаешь, если это достается бесплатно, я возьму самое дорогое. И в какой-то момент вообще очень это затянуло. Ты сидишь дома, делать нехуй, просто думаешь, ладно, пройдусь по магазинам. И так пару часов в день тратишь на продовольствие. И вообще, ты понимаешь, что деньги мусор нахуй. Они нужны только на проезд. И то есть ты ездишь на автобусе, а можно автостопом, это между городами. То есть деньги нужны на краску. Но тоже краску где-то можно и украсть. После армии, почему-то шоплифтинг вообще отстегнуло. Как рукой сняло. Какая-то боязнь появилась, что тебя примут. Может, реально, как мусора постоянно при приемках говорили, что понятно, ты в армию еще просто не ходил, там тебе мозги на место поставят. Возможно, поставили, но где-то не уследили. И теперь, ты так по выходным иногда в праздники можешь что-то спиздить, но это не в таких количествах и масштабах, как раньше. Это тоже немножко угнетает, что ты думаешь, постарел. Раньше было лучше. А может, времена другие. Вот в Новокузнецке, когда ты участник этой криминальной группировки, которая в розыске, и постоянно на слуху, уже несколько лет, ты вообще нигде на работах, ты в незнакомых компаниях, ты не рассказываешь о своем хобби. Ты просто даун, который ходит на работу, и общаешься с теми же людьми. Тебе прям нечего рассказать, когда они тебя спрашивают, что ты делал. В целом, у меня родаки даже также, когда я переехал сюда, созваниваются, они говорят, чем занимался? Тебе нечего им рассказать, потому что они в этой теме не шарят. Что-то знают, что я делаю, но это как-то табу,
получилось со временем, что это не обсуждается. Они явно от этого не фанатеют. И все диалоги складываются так, что такой, ну, там, сходил, погулял. Но ты не расскажешь, что, блядь, погулять там, это было нечто большее. Погулять в Петрозаводск куда-нибудь или погулять на крышу с родаками такая хуйня. В Новокузнецке была такая хуйня, даже тебе особо не рассказать о своих там приключениях, каких-то интересах своих. А в Питере уже стало попроще, потому что также здесь тысячи рисующих, и когда ты говоришь, я вообще-то рисую граффити, хуй ты кого этим удивишь, и в целом на тебя людям плохо становится. Тебе, наоборот, здесь даже стыдно немножко говорить это, потому что, ну, большинство подумает, что ты вот этот долбоеб с маркером в кармане, и больше тэшки ты ничего не можешь сделать. Что ты тегер. Ты рисуешь куски или ты тегер? Наоборот, как будто бы стало это. Неинтересно общаться только с граффитосами. Разговоры об одном и том же. Кто где-то нарисовал, кто что, блядь, мусорнулся, пидорнулся. И все вот это. Так что хочется научиться общаться с обычными людьми на одной волне. А не так, что ты их слушаешь и такой, бля, ну, пусть знать. Могу рассказать тебе, где я рисовал последний раз. Да хуй знает, что хотеть. Время нынче нестабильное. Какие планы строить. Я даже не знаю, когда ипотеку в подходящий момент брать. А может, его и не настанет никогда. В целом похуй. Есть одна такая мудрость. Строить планы, смешить Бога. Вот я ее придерживаюсь, походу, всю жизнь. Потому что в целом, что бы ты ни спланировал, оно все равно не обязательно получится так, как ты хотел. Скорее всего, вообще не получится так, как ты этого представлял. А так, в целом я собой доволен. Что-то из этого получится, наверное. Но если не получится, тогда да, можно будет признать, что занимался хуйней всю жизнь. Иногда, конечно, хочется дать просраться, но, блядь, лень. Лень — страшная сила. Не бойтесь смерти, бойтесь лень. Все, пока.